Всем привет! Это канал «О моде и стиле» Гоша Карцева. Я, естественно, Гоша Карцев. И сегодня мы попытаемся отгадать женщин, комиков по одежде. Все просто. Вы этот формат знаете. И сегодня человек, который меня уже ненавидит, потому что жестко на меня обижен, это человек, у которого 400 слов в паспорте. Лиза. И она же Варнава. Сегодня в гостях у меня человек, который меня ненавидит. Это Лиза Варвара Аранова. Дорогие друзья, вот она. Вот этот человечек. Привет, Гоша. Привет, ребята. Ты для меня открытие года. В номинации «Открытие года» в комиков я выбираю тебя. И я считаю тебя стильной. И я считаю, что ты гениальная. Блин, Гош, спасибо. Но то, что мы с Эмиром... Я даже это признаю. Я готов выслушать все, что ты обо мне и Эмире думаешь прямо сейчас. Блин, ну я на самом деле... Меня задело. Я понимаю. Тебе сказали об этом. Да, мне передали несколько человек. Мне скинули кусочек, я расстроилась. То есть ты не полностью видео посмотрела? Полностью видео не стала смотреть. И специально еще вырубила, чтобы у тебя был недосмотр на видео. Да, но я расстроилась. Потом мне было ценно, что ты извинился, все, меня отпустил. Но глобально, на самом деле, мое расстройство вызвано тем, что я в целом... Мы это обсуждаем регулярно. То есть у меня даже есть шутка про женственную одежду, про женственный вид, вот это все. У меня есть шутка смешная. Короче, я, может быть, хотела бы женственно одеваться, но это же дискомфортная штука. То есть хочется как-то прийти, типа, попробовать как-то аккуратненько. Ну, каждый раз, я знаю эту шутку. Каждый раз все говорят, нарядилась, да? И поэтому ты лучше не стараешься. Тебе нравится, когда шутку перебивают и рассказывают за тебя? Скажи честно. Хорошо, что там в спешле нет я. Может быть, надо было совместно сделать? Можно. Ну и что? Там, мне кажется, то есть мы обсуждали, что именно меня задело. Я не знаю, почему Елизавета Варвара так одевается. Вот я, кстати, вот... Я знаю, но говорить нельзя. Тогда все, 0 вопросов. Ну, да, видишь, для комиков чуть-чуть это все неестественная история. Я люблю свою одежду, и нравится мой стиль, но хотелось бы меняться, вот так. То есть, короче, хотелось бы иметь опцию, типа, один раз вот прийти, женственнее, потом вот в день, когда не нужно женственнее, прийти вот во всем широком. Лиз, да. Стиль для комика важен? Конечно, это же, человек на сцене. Но всем насрать комикам, почему? Ну, никому не насрать, нет, там же это вообще, это целое, то есть во-первых, я не верю, что кому-либо в мире насрать на стиль. То есть это, если насрать, значит, это протест какой-то. То есть всем хочется клево выглядеть. Всем да хочется... нет, ты что, гонишь? Вообще нет? Вот моему папе вообще насрать. Хотя нет. Это не так важно, как важно для нас с тобой, например. Но комику важно, да, конечно, важно. Так это же твой образ, люди же как смотрят? Они же не шутки смотрят. В первую очередь они смотрят человека, который вышел, там его, то есть они сначала видят что-то, и потом что-то слышат. Давай попробуем сегодня не только отгадать женщин-комиков по одежде, но еще и в конце выбрать стильных. Потому что для меня это вот самый главный... Это вопрос, который меня все время занимает. Понимаешь, типа, а кто самый стильный в нашей стране? Ты сидишь, кто реально, кроме меня? Кто? Ну, Гош, кто? Короче, правила простые, поняла, да? Смотрим на человека, пытаемся понять, кто это, а потом шутим, если получится. Я знаю, кто это я видел. Это Зоя Яровицына. Да, откуда ты знаешь? Блин, я знаю, потому что этот пуховик, мне он очень сильно нравится. Зоя Яровицына супер запаренная, да, это Зоя Яровицына по поводу шмота. Что ты думаешь про стиль Яровицына? Это отвратительная фотография, а что пуховик тоже не могу сказать, что лучший выбор. А мне нравится, мне кажется, что я с этого пуховика заметила, что она какие-то приколы в одежде у нее. Мне, на самом деле, Зоя кажется супер стильной, искренне. Да, Зоя очень просто одевается, но на самом деле это все что-то такое специальное. И вот если спросить, какой Зоя стиль, вот как его описать? Ну это вот, кстати, вот у нее в стиле вот это кроется, какой-то кайф, потому что мне это близко еще, Зоя стиль, она вот типа пацанячая, но при этом Зоя женственная в своей пацанячести. То есть, короче, она в своей пацанячести, в балахонах, она там хрупкая, она женственная. То есть, Зоя не выглядит как пацанка. Прикол в том, что Зоя выбирает всегда зачастую узкий очень верх и очень широкий низ. И у нее очень часто подчеркнута талия. И мне кажется, что она руки тоже часто показывает, и она красится, что все это балансирует. Она прям как будто бы любит мейк. Я ни разу не видел ее без него. Плюс она цвет использует. Что в целом ты просто крайне редко это делаешь. А у нее очень много
Она любит что-то такое с приколом. И вот, например, у нее есть который концерт «Нет мужа», что-то без мужа. Да, без мужа. Да, вот у нее там очень прикольный образ, потому что там пиджак с очень классной талией, я его запомнил. Я тогда обратил внимание. Ну, она все время ходит, кажется, вроде бы какая-то рубашка, какие-то джинсы, а мы с ней снимали в женском форуме, и я смотрю, она такая в маржеле, я такой, теперь все понятно про тебя, что она такая. Ну, Я знаю, кто блин, это. я знаю, ну, это Наденька. Ну, это Да, просто, я Наденька тоже ну, ты, знаю. ну, тут вообще, ну, потому что вот здесь вот ее пес. Ее пес, да, я из-за пса знаю. Да. Кстати, хорошая, классно, что собака. Стиль. Я вот единственное, что не очень понимаю, какой у нее стиль, я не помню. Ну, такой яркий московский девчонка вот такая. Ну, то есть везде клевая одежда, точно дорогая. Но именно прям вот прикольно, что Зоя можно сразу. Вот мне Зоя, я вижу R13, у меня теперь в голове Зоя. Если я вижу Зою, у меня в голове R13. А Надя, нет такого, да? Нет, что-то Блин, нет я, какого-то? У меня тоже ну, нет условно, такого. если бы я дарила Зое шмотку, я бы легко выбрала бы ту, которая могла бы ей понравиться, из-за того, что четко выдержанный стиль понятен мне. Ну, а Наде мне было бы труднее выбрать. Я тщательно забочусь о своем здоровье и уделяю особое внимание состоянию кожи. Однако дорогих процедур и инъекций раз в несколько месяцев недостаточно, чтобы поддерживать мой молодой и свежий вид, ребят. Важно ежедневно использовать качественные средства для ухода за кожей. Хочу порекомендовать вам косметический бренд Гельтек. Химики и врачи-дерматологи создают действительно эффективные продукты, которые улучшают состояние кожи лица. Перед продажей каждое средство тестируют и проверяют на качество. Политика компании – использовать лучшие ингредиенты, самые сильные и современные активы в высоких концентрациях. Неважно, сколько будет стоить готовый продукт, важно, чтобы он реально был лучшим в своей категории. Ведь для себя любимого хочется использовать самое лучшее. Владелец бренда контролирует все этапы создания нового продукта от идеи до выбора флакона. Он рассказывает о производстве новинок в популярном телеграм-канале так, что клиенты могут увидеть все процессы изготовления средств. У бренда Гельтек есть еще и собственный YouTube-канал, где эксперты дают профессиональные советы, как ухаживать за кожей лица и подбирать правильные средства. Косметика бренда Гельтек продается на маркетплейсах, в Литуале, Золотом Яблоке и на Аптека.ру. Выбирайте самое лучшее для своей кожи. Это кто-то из ваших? Ну, Вера Котельникова. Вера, может быть, да. Ну, ты понимаешь, что это картина, носки картина? Да, это Эдвард Мунк, Крик. Эдвард Мунк, да, я забыл, как зовут. Эдвард Мунк, Крик, и это... Ну, я думаю, что это... Давай Блин, я Вера. просто я знаю эти... Да, я знаю, Это что я. у Веры есть эти нейтивы. Все, тогда это Вера. Ну, Вера. Да, Да, я Котельникова Веру, Вера. я вообще... А что она разговаривает по дыне? Ну, это Вера, конечно. Мне Вера очень нравится, но у нее нет стиля пока. Блин, я вообще обожаю Верин стиль. Я вот это, А кстати... какой он у нее? Блин, какой? это вообще... У нее вот такой он- рандомный. Ну вот как эти носки с этими... Это этими. вообще... Вера, это вот мне такое нравится. Она к одежде Но она- относится творчески. Она творчество, реально. Вот оно в чистом виде, Вера, это творчество, это просто какой-то хаос Да, из вещей, вот, которые ей вот, да, нравятся да, и да, важны да, ей. да. Да, Вера супер клевая. Но, к сожалению, вот она всегда так реально, вот эти ботинки, эти носки, нахуй ей достается, она обидится на меня потом. Блин, мне еще так тяжело отгадывать женщин-комиков, потому что я со всеми ты тесно знаешь. знакома. Да. Я знаю, чьи это ботинки, чей это пуховик. Ну, так говоришь, Пиздец. тоже. Но я И поэтому, что? я подумала, вдруг кто там еще кто-нибудь. Она креативная по стилю, мы это поняли. Вера вообще, у нее нет никаких границ в одежде, что самое крутое. Вот она, Вера свободнее, чем я гораздо. Вот то, что я тебе сказала, что я там стесняюсь как-то одеться или как-то посмотреть, Вере вообще похуй. Короче, стиль Веры полностью Верин внутренний мир отражает. Вот ты смотришь на Веру, и тебя вообще никак ни разу не наебало, какая Вера внутри. Мне вот Как это классно, нравится. как ты любишь ее, как ты Я мне Веру, говоришь, конечно, Вера это топовая. Вера супер топ. Я знаю, кто Ну, это. это Юлия Ахмедова. Нет, я был на этой вечеринке, я Блин. знаю, кто это видел это. Живем. Просто Юлия Ахмедова, это я потому что плессированную юбку видела, так это Юлия Ахмедова. Да, кстати, это можно запутать. Но это запутало меня, да. Но Но эти могут быть пропорции немного другие. это... Видишь, человек высокий, брюнет. Брюнет. Но это не Надя Джабраилова. Не Надя Это не Надя Джабраева, Джабраилова. потому что высокий. Мне кажется, Надя Надя невысокая. высокая. Смуглая. Ну, блин, ну тут-то я и попала. Сейчас я, подожди, я сейчас думаю. Это не твоя среда, не твоя. Ну, это я Ты уже- у тебя нет в телефоне этого человека, скорее всего. Блин, трудно. Это кто-то с ТНТ тоже? Да. Это с ТНТ. Это из Comedy Woman кто-то? Да. Ну там, ну, так, Все, точка. Там все уже понятно. Человек высокий из Comedy Woman. Кто? что, Варнава, что ли? Да. Реально? Да, прикинь. Если честно, не помню, как Варнава одевается. Короче, Варнава просто типа богатая московская женщина. Все. Нифига себе. Я понятия не имею, кто это вообще. Как будто кто-то, кстати, из моих вообще друзей. Блин, ну вот это, короче, вот начинаю, вот я поняла, что мне легко угадывать, если это вот девчонки из стендапа. Да, ты То точно есть я знаешь, не кто угадываю, это. а я просто знаю просто гардероб. Я вот такое угадывание, уровень Ну ладно, угадывания. давай шутить, кто это может быть. Блин, ну это
Ну, тоже ты мне вообще какой плацдарм для шутки. Ну, давайте посмотрим. Джинсы и пиджак. Джинсы с прорезью. Джинсы с прорезью. Какой-то пиджак, сверху джекет какой-то у нее. Да. Зачем это сделано, завязано? Блин, Типа, ну это это, какая-то кстати, фотосессия, может Это быть. стопудово. Фотосессия это Я хуй знает, кто это. Это из твоих подруг. Две версии. Это Джабраилова, либо Малашенко. 13-ко. Это не 13-ка. Точно. Это Марина Кравец, забрендели. А вот эта вот кофта на пиджак, это Это ты стилисты какие-то делали. Тут видно сразу, что она, во-первых, так не одевается. Это видно, что ей принесли эти вещи. Ну, типа, она совершенно другой человек. Мне кажется, она даже в жизни выбрала другие бы фактуры. Леди. Но я ее тоже не знаю, как она в жизни одевается. То есть это у меня такие какие-то образы из Comedy Club. Может, она вообще панк в жизни. Да, прикинь. Ну, это я. ты, блин. Да, реально, это ты? Да. Серьезно? Да. Ну это вообще что это? Это так одеваются? Человек в бриджах рваных стоит. Бриджи полный. Это вот среди всего, что мы представили, ну вот это говно. Да, знаешь почему? Потому что меня очень сильно пугает вот этот вырез, Лиз. Ну, это очень откровенно, это слишком сексуально. Сама же делала по-любому. Не-не-не. А что это, R13? Ну, что это за вырез? Ну и, конечно, логотип Маргиела не надо было, чтобы у тебя было на всю грудь. А я люблю эту толстовку тоже. Там еще, знаешь, какая прикольная, там сзади еще на завязочках такая штучка, ну, короче. Нет, Да. толстовка вообще жесткий стиль, джинсы ок. Но были тяжелые времена. Это фестиваль в Питере, мы с Кариной пьяные. Ну типа это просто твой прогулочный... Нет, ну, это я на красной ковровой дорожке. Нет, ну, знаю, ты на красной ковровой дорожке также можешь, кстати, выглядеть вообще. Ты считаешь, что ты здесь стильно? Или стильно? Блин, Или ну вообще мне вот как-то- сейчас уже, ну видишь как, что здесь это старая же фотка, то есть, то есть тогда вот там, не знаю, мне сейчас уже не нравятся джинсы укороченные, например. Мне там не нравится, что размер, ну, короче, что ботинки необъемные. То есть, например, я Да. вот, я уже, короче, не ношу вот вансы. Которые не надутые. У меня надутые вансы есть, да, которые Да. ванс потейто. Да. Типа такие вансы, мне уже кажется, как будто я в балетках хожу. Да. Ну, мне так и выглядит. То есть я, то есть из-за того, что как будто маленький размер ноги, я как будто сейчас упаду. А какой у тебя размер ноги? 38, но я имею в виду, что здесь в вансах в этих выглядит, как будто я в балетках. Но я рад, что это в прошлом, и ты все это понимаешь. Ну да. Но Но джинсы тогда, пиздец. если хочешь мое ощущение, вот из этой фотографии, Ты была королева. я в Марджеле. Да, это видно. А лучше двойная фамилия или двойное имя? Ну, двойное имя, это же прикольнее. Ну, Да. ты единственный человек, который знает с двойным именем. А с двойной фамилией, как будто я кого много знаю. Ладно, короче, ты круче выглядишь, чем на этой фотке. Да? Да. Все. Это Варя. Это Варя А знаешь, какая Варя? Щербакова. Да, как ты знаешь, что Блин, это? я вот эту позу... А, ты по позе узнала? Блин, мне просто кажется, я вот этот костюм тоже ее знаю. Да, она была в этом на женском форуме, я знаю даже, кто это фотографировал. А это Варя классно выглядит, и здесь я прям ей написал комментарий, что ты хорошо очень выглядишь, потому что она начала себя чувствовать. Ну, типа, видно, что ей начало это приносить удовольствие, она жестко разгоняется. Редко найдешь кого-то вот такого же, ну, типа, трудолюбивого, и даже больше, знаешь, просто она вот, ну, много задач, она может вот так вот войти в процесс, и как уже в медитации, вот, ну, то есть делая все равномерно хорошо, вот это самый кайф. То есть она не так, что загорелась одним, потом перегорела, загорелась там, а она прям вот равномерно вот так вот, ну, просто ебет индустрию, как говорится. Круто. И мне нравится, что ей начало нравиться наряжаться. Это Ирка, я видел эту фотографию. Ну, Ирка, ну, эти ботфорты. ножки я... да. Это вообще после съемки у меня, прикинь, я поэтому знаю эту фотографию. Да? Ножки, да. Ира вообще, ну, блин, ну Ира клевая, она вообще вот мне, мне нравятся вот эти вот ее голые ноги, когда с сапогами, и широкие какие-то свитера, я вот такое люблю. Ира на начальном этапе обретения стиля, это классно. Она начала этому уделять внимание, поняла, что она может себе это позволить и что она этого достойна, короче. И это очень интересно наблюдать, как эта машина запускается. И, ну вот мы с ней просто болтали у меня на YouTube, что вот она там очень хотела дорогую сумку, вот это вот все. И сейчас она уже понимает, что она может себе это позволить, и поэтому она уже такая, типа, окей, я все это могу себе купить, а что я тогда, если я могу купить, что вот это всегда такой этап происходит. Окей, я могу купить все, что я хочу, грубо говоря, да? Тогда что я хочу, и хочу ли я это на самом деле, понимаешь? И сейчас очень интересно, как она совсем с этим играется, и там у нее бывают какие-то перчатки. Ты видела, она как-то в шоу вышла тут недавно в монохроме, естественно, в футболке с сердцем, и в перчатках вот таких вот, я думаю... Ира еще мне нравится, знаешь, когда вот, сразу видно, как Ира одевается. Короче, у нее есть стиль четкий, он ярко выражен. Это оверсайз и ноги. Это вот, пожалуйста, моя девочка. Вот она, между прочим, в любимой моей рубашке Карина Миханаджан. Почему в твоей любимой рубашке? Мне нравится эта рубашка.
Ну, тут потому что в этой рубашке сочетается, то есть, короче, Карина и я, мы же с ней вообще, ну, вот мы просто с ней на разных полюсах стиля находимся. Да. И вот эта рубашка, здесь как будто вот она и чуть R13, и вот она Да, как чуть... будто она из твоего гардероба весит. Смотря, она в Найках, видимо, в Джорданах. В Джорданах. Да, в широких джинсах вот. каких-то там. Это она у тебя, это... Блин, ну эта рубашка, короче, она... Что она вот такая, короче, вся, но тут вот этот воротник, ну, типа, там вот прикольный воротник, девчачий. Вот эта рубашка мне сильно нравится. Я понял. Какой Карины стиль? У нее идеальное вообще сочетание вот это, ну, типа, что-то современное, модное, плюс какой-то иногда армянский стиль, ну, вот этот вот. Ну, что-то в этом, ну, короче, что-то там... Что-то есть. Что-то там есть. Ну, это, конечно, ну, это что-то неясное. Приходько? Ну, в Palm Angel вряд ли. Это Palm Angels? Ну, поза похожа на Приходько. По приколу, но не по приколу, как будто, да? Ну, нет, почему? А Ира не на приколе, она да? она же фрау Фёглер. А, точно, в натуре. Ира Приходько, прикиньте. Блин, ну это вот... Я при этом вообще знаю, Ну, не то, что я очень хорошо знаю Иру Приходько, и мало где видел, правда? Но тут тяжело, вот просто по такой одежде, тут же шорты. По фрау зато, видишь, по энергетике. энергетика. Мы понимаем, что энергетика тоже решает, не Palm Angels решает. Блин. Изба какая-то у нас, все люди ездящие. Тоже с приколом, это Вера Котельникова. Лосины заправить в... Это какой-то прикол у Камикес. Лосины заправить... Серьезно? Я тоже хожу, это буквально, вот сейчас мы на гастролях были, вот я там ходила в лосинах. А зачем? Какой функционал в этом? Типа тепло? Ну да, какой-то уют в этом что-то есть. А почему нельзя просто колготки надеть, например? Типа лосины, в смысле, чтобы не было носка сверху? Да, зачем? А это уже отстойно, да? Нет, я не знаю. Ну, я ношу вот леггинсы, типа, если надеваю леггинсы с носком. Надя же Брайлова тоже так делает, вот кто бы это ни был. Вот человек, мне кажется, когда длинные худые ноги, хочется чуть их сократить, потому что очень много ног получается. Ну, понимаешь, в чем? Я не знаю, как это сказать. То есть это не то, что тепленько, и чтобы они не задирались? Ну, это моя... Ну, мне кажется, что я вот поэтому это делаю. Это Виктория Складчикова. Ну, тут... Ну, это я вот... бы не угадала. Я бы тоже, но Но мне Вика кажется, так не одевается. Я тоже так думаю, что он так не одевается. Но это, видимо, она такая, сегодня дресс-код по грибы. Я не я, когда я не на связи. В моей работе мне всегда и везде нужен надежный мобильный интернет. Я, например, часто осматриваю видео дома, либо в перерывах между съемками, либо в такси. И моя деятельность была бы невозможна, если бы файлы не загружались, как сейчас. Понимаете? Ну что это такое? Ну, интернет. С Билайн нет таких проблем. Оператор обеспечивает своим клиентам широкое покрытие и стабильное качество связи. Его мобильный интернет стал вдвое надежнее. Можете быть уверены, что не останетесь без качественного сигнала. Само величество кутюр Александр Рогов. Нравится? Это я. Переходи на Билайн и оцени все возможности сети. Ссылку я оставлю в описании. Это моя Это бусинка. Парфенюк, Да, конечно. Парфенюк. Я просто знаю это тоже со съемок Да, форума. я тоже знаю это. И она тут выглядела, кстати. Да, это было первый раз. клёво. Знаешь, почему? Тебе понравилось? Почему тебе понравилось? И женственность, строгость, и какой-то чуть-чуть, ну, вот, типа этого легкости из аванса, какой-то скейт. Я, знаешь, что могу сказать? Во-первых, смотри, она с отпуска загорела. Во-вторых, она была после операции, и она показывает вот эту часть, и мне кажется, это секси. И здесь не видно, что у нее гигантская грудь, потому что иногда ее обтягивают так сильно, что у нее прям на этом огромный акцент. И мне пиздец как это понравилось, что этот слишком запаренный наряд балансирован вансами, это было охуенно. И она сидела, и она еще была так придавлена тем, что она после операции, что она вот, ну, ее было немного. Смотри, у нас Елена Воробей, и сразу же ответ, что это Елена Нет, Воробей. это возможно, так, кем заклеили кого-то Еленой Воробей? Кого могли заклеить? Там... Это, ну, Но мы бы никогда не отгадали. это стиль. Вообще я хочу камбэк Елены Воробей. Он почти как будто случился. Кто Кто там? это? Я не знаю, кто это. Ты не знаешь, кто это? Нет. Это Белла. А, да. Белла Бомба. Я был однажды на съемках, тебя не было еще, женского стендапа. Я словил жесткую социофобию, потому что я не знал, что люди так близко там друг к другу сидят. Потом руки вверх в баре, блядь. Ну, это вообще это важное условие для того, чтобы прикольный вечер прошел стендап. Белла так меня расслабила. Ну, то есть она меня максимально расслабила. Она вышла, и просто я лег. И мне сказали, что я был на одном из самых выпусков, потому что были все самые, типа, хиты. И я просто лежал. Белла супер талантливая. У нее свой стиль реально, где она вот прям знает, что ей надо. Она прям, ну вот, она прям знает, что вот ей вот эта вещь, это ее, а я вот так ее надену, вот с этим надену. Короче, у нее сразу же вот этот конструктор в голове, как пазл собирается. Вот у меня этого навыка нет. Офигенно, мне очень нравится платье. Мне все здесь нравится. Где это, я не знаю, но это прикольно выглядит. Это Наташа.
Почему она из-за формы? Почему она в футболке моей? Какая Наташа? Борисова? Борисова, да. Реально? Ну, не знаю, по позе, ну, типа, То есть это между твоя съемок. футболка? Нет, но у меня такая же была. Это не Витина Настя. Блин, я вообще бы не узнала. Очень хорошо выглядит здесь. Клево, да. Мне не нравится одежда. Мне нравится, типа, лук, но мне не нравится сочетание с... Как будто она была на съемке, пошла переоделась. Но мне очень нравится, как она здесь накрашена, как уложена. Прикольно. Вот это похож на Бороденко человек. Я не знаю, кто это вообще. Это Елена Воробей какая-нибудь, прикинь. Это Краснова, Наташа! И Бороденко узнала за то. А кто это рядом с Наташей Красновой? Не знаю. Какой интересный молодой человек. Саундтрек ее жизни «Инстасамка». Что-то такое, какой-то такой вайб. Мне кажется, надо иметь очень много яиц, чтобы вот так вот одеваться. Так, у нее, она же любит свое тело, считает себя красивой, в целом такое и является. Да, но так, чтобы без трусов прийти на вечеринку какую-то. Ну, охуенно, мне нравится. Вот это вот, мне кажется, максимальный уровень феминизма. Мое тело, мое дело. И погнала. Вот яйца, если бы мы сейчас открыли, а там Саша Муратова. Вот это нужно обладать яйцами, чтобы вот так прийти на вечеринку, будучи Сашей Муратовой, когда мы знаем, что она всегда в пиджаках и джинсах, или, мной. А Краснова, она так всегда одевается. В смысле, она же, она типа в кайфе от себя. Ей вот так вот, она себя так выглядит, она чувствует себя тигрицей, когда она в таком образе. Здравствуйте, это что-то кто? Это папарацци кого-то снимают в вьетнамках? Вы что, ёб? Вообще? Почему человек так сильно одет, тепло, и во вьетнамках? Может, старая фоточка? Это Анджелина Джоли. Я думаю, что это Елена Воробей. Это Уитни Каминс. А почему у меня такой водосток сзади? Я был уверен, что это кто-то в России, в Москве. Я обожаю Уитни Каминс. Я ее недавно для себя открыл. Это самое главное, что она красивая, сделала там какие-то пластические операции небольшие, чтобы себя сделать еще красивее, чтобы себя больше любить. Короче, все, она это все сделала. Для меня очень круто, что, будучи на сцене, когда она стендап-комик, ей как она выглядит. Короче, она может на эти 1,5 часа своего концерта отключиться и кривляться как угодно, показывать себя в супер невыигрышных ракурсах, при том, что ей важно, как она выглядит. Но на время 1,5 часа концерта ей вообще насрать. Она засовывает микрофон себе в рот, она там, кривляется, что у нее 4 вторых подбородка, она там, приседает на корточке, у нее там везде видно бока, что-то. А что тебе мешает это делать? Нет, мне это ничего не мешает. Я Да, тут на почему ты сцене... микрофон не засовываешь в рот? Так у меня брекеты. Ну, это полное говно вообще. Куда она идет? В магазин? Смотрите, как здорово. Мы переключились на американок, с которыми Лиза не знакома, и Лиза начала шутить и хуйсить людей. Слава богу, ребят. С этого момента мы будем смотреть выпуск. Лиза, знаешь, у меня такое настроение хорошее, не только потому, что я с тобой встретился сегодня, а потому что я с утра сегодня еще слушал музыку на Яндекс.Музыке. Ведь Яндекс.Музыка точно подберет треки, которые тебе понравятся. Это Эллен Дедженерес. 100 пудов, не уверен я. Думаю, мне кажется, нет, она какая-то, мне кажется... Во-первых, дорогая тачка, дорогие часы, все. А мне кажется, у нее просто другая конституция тела. Да, но я не знаю больше людей с такой конституцией тела. Это просто хуевая фотография. Кого? Может быть, давай, Дедженерес. Ты смотрел шоу Эллен Дедженерес? Конечно. Тебе как ее образ? Вот она выглядит как человек, который не хочет акцентироваться на одежде в своем шоу. Но при этом она супер ***ная. В плане? Она, я тебе могу сказать, у нее, во-первых, коллекция роликсов, Во-вторых, она одевалась в мужские костюмы, и они на ней всегда были, они сшиты были для нее специально, и в этом выглядел самый главный элемент опрятности, потому что на ней одежда идеально всегда сидела. Это может быть одна из моих любимых комикес, но она плохо одета. И Николь Байер, вот это кто. И если это Николь Байер, то это трэш. Да, это Николь Байер. Ты знаешь такую актрису? Фу, не знаю. Тебе очень советую. Вообще, угарно, что она, это Белла с Кариной смесь. Да. Это, кстати, похоже на Уитни Каминс тоже стиль вот этот. Кстати, да. Да, это Сара Сильверман. Ты знаешь такое? Да. Скорее всего, она пришла не просто так. То есть, скорее всего, в этом есть какой-то... Посыл. Она, кстати, очень философия. социально Она активная. социальная. Возможно, здесь что-то изображено на футболке, что мы не знаем. Это какой-то ее лозунг. Мне кажется, просто лень. Почему человек на Грэмми так пришел? Это прикол, реально. Видишь, тут подтяжки. Но это, прикинь, я не знаю. Я думаю, я не знаю, кто. Это Диана Арбенина, в цветном. Лиза Лампанелли. Ты знаешь такое? Я не знаю. Я тоже не знаю. Вот такой может быть вариант еще. Это могла бы быть Вера Котельникова, между прочим. Нет, это Ира Приходько, скорее. Это могла... Не, это... Ее альтер-эго, вот это немецкая. Это Лиза Виля. это вот Элайза Шлайзингер. знаешь, Да. Вот она, кстати, она вот всегда вот на спешлах у себя нафуфыренная, Вот так? нарядная, красивая. Нет, не в трусах, же но юмор. она... А? Это же юмор. Не, это юмор. Я имею в виду, что она в целом себя любит, раскрепощенная, считает себя красивой, и она всегда концерты свои записывает, она там на концерте. Это, пожалуйста, Али Вонг.
Я не смотрел, ничего с ней. Али Вонг это жесткий кайф. Она все время в этой в какой-то с принтом животного платье. Она фрик, она Фрик, она там трусы показывает. Она очень любит яркие очки, насколько я понял, яркие очки да? любит. Почему все так одеваются плохо? Надоело. Ой. Ники Глайсер. Видела в прожарке. Вот это скорее то, про что ты мне рассказываешь в Каммингс, потому что Ники Глайсер всегда секси на прожарках, супер на секси, в нарядах и засовывать себе в рот микрофон. Вот это она. Да-да, это вообще круто. То есть Это круто, да. Ну, это просто отсутствие зажимов. Это то, чему учат актеров там с первого курса, вот это раскрепощение, и то, чего нет у большинства стендап-комиков, особенно девушек, потому что мы вот, сильно, много комплексов, сильно зажаты, некомфортная среда на сцене. Короче, все это дискомфортно, и мы поэтому очень медленно вот этот идет путь открытия. Давай так, кроме нас с тобой, какие еще есть стильные комики-женщины? Из тех, кого мы посмотрели, вот Тебе мне больше всего сильно... нравится Зоя, да? Я вообще обожаю, как Зоя одевается. Я угадал лишь. Потом Веру, я Ну, вы в сестры, угаре, потому в что. жестком сверенного вайба и стиля. Карина меня восхищает своим стилем. То есть мне просто нравится, что Карина, вот ты сидишь в гримерке, и все сидят, мы все серые и перья. Летят. И мне правда, это клево, что Карина, вот она говорит, я чуть-чуть подкрашусь, а потом она достает видеоурок, как покрасить шестерные стрелки. Но это же, в этом есть какой-то кайф. Карина вот наряжается, мне нравится. Я думаю, что я бы Наташку, да, кстати, Наташу надо похвалить, она так сильно старается в форме. Наташ, я это знаю. Борисова? Да, Борисова молодец. Борисова, это сложно, но мы кайфуем и прикалываемся. Мне нравится, когда парятся, но если вот сейчас мы вспомним из всех, кого мы посмотрели, допустим, если у кого-то стиль такой, что убрав лицо, мы точно узнаем этого человека. Блин, я таких много, видишь, Нет, да вот ладно, типа я вот окей, знаю их. знаешь, типа вот ты знаешь 100%. Короче, вот типа вот условно, что у Зои есть ее стиль. Он просто тебе близок. А? Тебе близок он. Стиль-то у нее есть. Давай выберем зарубежную. Зарубежный, давай. Эллен 100%, потому что я много ее смотрел и могу сказать. Элайза Шрайдингер, она типа нарядная, клевая, мне просто не очень нравится конкретно ее стиль, мне не подходит, она не так одевается. Это, Это прикол. но мне нравится, что она нарядная, мне нравится, что она на каблуках выступает, что она в топах выступает, мне это нравится, но ее просто стиль мне реально не близок. И там, Али Вонг меня вообще веселит. То есть, короче, мне правда нравится концепт того, что она беременная в этих принтах животных. То есть в этом есть какой-то угар. Я поэтому тебе сказала, что должна быть какая-то гармония, в этом и кайф. То есть Верина одежда без Веры не имеет никакого смысла, но Вера с ее одеждой, они вот типа целостные. Там Карина с ее одеждой целостная. Я в Кариной одежде буду смотреться, дико. Я бы посмотрел на это. Да? Такое шоу запускаем. Комики переодевают друг друга. Смотри, если вы хотите такое шоу, пишите в комментариях. Лиз, спасибо большое, что пришла. Спасибо тебе, что позвал. Спасибо, что ты есть вообще. Так что Спасибо больше большое. видео с тобой. Я посмотрел все. Даже комедийную викторину. Хотите больше Лизы, пишите в комментариях. Пока. Спасибо. Что ты сделала так? Нет, вот так сделала. А сегодня в гостях одна из самых стильных женщин-комиков в нашей... Что? Нет, неправда. Мы Я что, не- на твоем канале люди, думаешь, не видели вот это видео ваше?